Всем привет! Сегодня готовлю сочный, ароматный и очень вкусный мясной хлеб. Это тот самый хлеб, который продают в гипермаркете Globus. Ну а если вы его еще не пробовали, то обязательно приготовьте в домашних условиях по этому простому рецепту. Это действительно очень вкусно. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных и вкусных рецептов. Беру 200 грамм говяжьей шеи и нарезаю на полоски. Также нарезаю 800 грамм свиной шеи. Далее мясо перекручиваю на мясорубке с мелкой решеткой. Добавляю 10 грамм крупной поваренной соли, 10 грамм нитритной соли и все тщательно перемешиваю. Накрываю пищевой пленкой и убираю в холодильник на 12 часов. Затем перекладываю фарш в глубокое ведерко. Добавляю 1 чайную ложку сухого чеснока, половину чайной ложки молотого перца, 1 чайную ложку горчицы, половину чайной ложки сахара, 2 грамма лимонной кислоты, 1 куриное яйцо. Наливаю 300 мл ледяного молока жирностью 3,2%. Накрываю ведерко пищевой пленкой и прорезаю отверстие в середине. Для измельчения фарша в эмульсию без использования кутера я придумал вот такой вот оригинальный способ. Беру венчик от миксера и с помощью дрели и точильного камня затачиваю режущие края. Вот что у меня получилось. Далее закрепляю венчик на дрели и приступаю к измельчению фарша. На измельчение 1 кг фарша у меня уходит около 5 минут. В результате получается вот такая вот однородная эмульсия. С таким нехитрым приспособлением и никакой кутер не нужен. Затем беру форму для выпечки хлеба и смазываю ее растительным маслом. Укладываю фарш в форму, разравниваю и немного уплотняю, чтобы не было пустот. Накрываю полотенцем и оставляю при комнатной температуре на отопление на 2-3 часа. Отправляю форму в предварительно разогретую до 130 градусов духовку, нагрев верх и низ плюс конвекция, и обжариваю мясной хлеб 15 минут. В духовке оставляю термометр для более точного контроля температуры. Далее понижаю температуру в духовке до 80 градусов. В мясной хлеб вставляю термощуп и устанавливаю температуру внутри мяса 69 градусов. Как только температура в толще мясного хлеба достигнет 69 градусов, достаю форму и даю хлебу немного остыть при комнатной температуре. Далее вынимаю хлеб из формы. В результате получается вот такой вот сочный, аппетитный и невероятно вкусный мясной хлеб. Тот самый знаменитый мясной хлеб по-баварски из Глобуса.